на сайте Белого дома появился документ. Название документа, мне кажется, надо зачитать. В ответ на угрозы в адрес Соединенных Штатов со стороны правительства Российской Федерации. Это название приказа. Ну и давайте маленькую цитатку из этого приказа, а потом еще одну. А потом будут графики, вот это все. Ой, красота будет. В связи с чрезвычайным положением в стране, описанным в президентском указе 14066, я считаю необходимым и целесообразным ввести дополнительную адвалорную пошлину на импорт товаров из Индии, которая прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации. Что за пошлина? Пошлина от таможенной цены ввозимых товаров. В общем, давайте сразу следующую цитату и поговорим предметненько. Товары из Индии, ввозимые на территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной адвалорной ставкой ввозной таможенной пошлины в размере 25%. В соответствии с разделом 3 настоящего приказа данная ставка пошлины вступает в силу в 12 часов 1 минуту по восточному летнему времени через 21 день после даты публикации этого приказа, ну то есть не сразу, а с 27 августа. 8-го, помнится, уже кто-то что-то вводил, но теперь полетел в Аляску. Ну, там 7 числа начали действовать предыдущие пошлины, которые были введены против... повышенные пошлины, которые были введены против Индии в рамках приказа, опубликованного еще в июле, где Индия перечислялась с еще 69 странами, и притом на нее не самые крупные пошлины были наложены. Тут, кстати... руководство Швейцарии ездило в Соединенные Штаты. Ребят, ну мы же часы поставляем, ну как так? Почему 39%? Надо. И пришлось уезжать обратно. Вот на часы-то, может, и снимут, а вот на золото... Не-не-не, сказали, не снимают. Не-не-не. Часы можно снять, но на часы снять нельзя. Ну ладно, после этой неловкой шутки давайте поговорим вот о чем. Если почитать сам приказ, он прекрасен. Ну, то есть мы знаем, Трамп, он вообще не как Байден, вот абсолютно не как... Вот совсем другой человек. Но там идут ссылки на, во-первых, чрезвычайное положение, которое началось из-за того, что Россия плохая в 2022 году, притом Россия плохая не в адрес Украины, а в адрес Соединенных Штатов. Обратите внимание. В ответ на угрозы в адрес США со стороны правительства Российской Федерации. Название документа. Все серьезно. Так вот. Второе. Были отсылки к приказам 2021 года о том, что да-да, там вообще ужас творился в 2021 году. Какой ужас в 2021 году? Уже забылось. Однако у Соединенных Штатов богатая бюрократическая история противодействия российской экономике. До 2014 года не докопались, чтобы сказать, ну все, разорвано в клочья. Тут еще Обама говорил. Клочья разорваны в клочья. Ну да, кстати, слушайте. А правда, вот чего мы иронизируем? Разорвано в клочья, теперь берутся клочки, разрываются, тоже разбрасываются и далее. И далее. Ну, если мы вот так посмотрим на всю эту ситуацию с Индией, то можем сказать следующее. Первое. Общая пошлина, введенная против Индии, теперь составляет 50%. Я сейчас добавлю безумие к этому всему. В апреле публиковался указ президента Соединенных Штатов, в рамках которого вводилась 26% пошлина против Индии, но там как-то поставили на паузу. Теперь пошлина 25, плюс 25, того 50. Официальные лица в США, я было растерялся, думаю, наверное, 76, нет, официальные лица в США говорят 25. А то, что было 26, прошу про 50. А то, что было вот 26 там в апреле, это мы не считаем. Это уже не интересно никому. Но... Вообще нельзя исключать, что это было 1 апреля, шутка, господа. Ну, 2, хотя, с другой стороны, они, может, спали 1 апреля или праздновали. Такое тоже бывает. Знаете, у некоторых людей профессиональный праздник. Я попытался... Я, значит, читаю этот приказ, и там есть оговорки. Ну, во-первых, кстати, приказ очень страшный. Он не только против Индии, вот с 27 августа вводит вот эту повышенную пошлину, но... он открывает возможность вводить аналогичные повышенные пошлины против других покупателей российской нефти. То есть там механизм прописан, что мы захотели, мы прописали прямо здесь, в этом приказе, так что следите за обновлениями этого приказа. Однако там же прописываются исключения. Но исключения прописываются так. Товары и дальше код таможенный с такого-то по такой-то. Я стал рыться. Думаю, ну где-то же есть список, Дорогие друзья, если вы тоже заинтересованы в этой теме,
давайте покажем сайт. Там уже есть специальный сайт. В связи с этим абсолютно официальный, американский, правительственный сайт. Давайте, если можно, вот страничку эту вывесим, которая у нас 1.3. Вот так он выглядит. Заходите, вбиваете необходимый вам запрос, и вам показывают, что, почем можно ввозить, нельзя ввозить. В общем... Нет, ввозить можно все, за что нужно платить, за что не надо. Что-то нельзя ввозить. Вот если из России, то что-то ввозить нельзя. Уран можно, а что-то вот нельзя. Ну, так что нет. Из Индии, самое интересное, продукция машиностроения... Нет, погодите, не будем торопиться. Давайте, пока это будет исключением. Там еще какие-то продовольственные товары, товары, касающиеся фармацевтики и так далее, и так далее. В общем, очень страшно, но не всем. Ну, соответственно, есть действительно масса американских компаний, которые разместили производство в Индии, и сейчас для того, чтобы ввести товар на родину, заплатить 50%, несколько странно. Поэтому действительно приказ есть, но в нем достаточно много лагун всевозможных для удобства самих американских компаний и, соответственно, американских потребителей. Так что, когда говорят о товарообороте Индии и Соединенных Штатов 87 миллиардов, там надо действительно внимательно разбираться, что попадает под эти новые пошлины, что не попадает. И когда говорят, что, конечно же, Индия не будет рисковать ради каких-то 9 миллиардов прибыли. У нас будет такая цитата. Которую она потеряет. Да ну что вы, это вообще, когда вот здесь такой куш 87 миллиардов оборота, причем взаимного. Ну да ладно. Со временем я надеюсь, что вот этот американский бюрократический на русский язык будет переведен для общего понимания, что же можно, что нельзя. Или, вернее, что можно в обычных условиях, что с 50% пошлины. Я, кстати, предлагаю тут еще одну формулировку, она прекрасна. Если правительство Российской Федерации, это вот из приказа вот этого, или иностранного государства, на которое распространяется действие этого указа, предпримет существенные шаги для устранения чрезвычайной ситуации в стране, страна — это Соединенные Штаты, у них чрезвычайная ситуация, потому что Россия, и многоточие такое, знаете, и знак вопроса огромный. Так вот, чрезвычайная ситуация... Остается дописать в скобочках: Путин виноват? Они ссылаются на указы 22 года, где прямо говорилось: Путин виноват, что у вас дорожает бензин. Нет, тут без вопросов, тут все честно. Как бы с точки зрения бюрократии не подкопаешься. Так вот, и будут вот эти все, и Россия, и какое-то иностранное государство в достаточной мере сотрудничать с Соединенными Штатами в вопросах национальной безопасности, в приказ могут быть внесены изменения. То есть четкие юридические формулировки. Давайте еще раз. Если Россия примет существенные шаги для устранения чрезвычайной ситуации в США, я боюсь спрашивать, насколько существенными должны быть шаги, не раскрывается. И в достаточной мере сотрудничать. В достаточной — это как? Это насколько? Вы не могли бы список определить? Или вы так волюнтаристски будете к этому подходить? Наверное, второй вариант. В общем, прекрасный приказ. Как вариант, встреча на Аляске состоится, а Россия Аляску не заберет. Это хороший шаг, существенный. А вот вопрос. Но будем надеяться, что вот 15 же, числа мы получим какие-то ответы на этот вопрос. Если Владимир Владимирович за погодой вернется из этой командировки с Аляской, или без Аляски. Как рынок отреагировал? Давайте глянем. То есть, всем, наверное, было страшно до этого. Как отреагировал рынок? Рынок отреагировал: фу, Господи, как же мы боялись до этого момента, а теперь вот как-то, знаете, отпустило. Это то, что мы читаем на этом графике, знаете, иносказательно. Поясню. Если бы Индия сказала: все, мы отказываемся от российской нефти, потому что, страшно, наверное, даже ужасно, то возник бы дефицит. Мы сейчас чуть подробнее потом раскроем этот вопрос, пока как факт. Возник бы дефицит, и из-за опасения этого дефицита котировки взлетели бы. А тут, знаете, наоборот. Как-то несерьезно, мне кажется, отнеслись к вот этим вот угрозам. А чтобы картинка стала яснее, давайте глянем, куда поставляется российская нефть морем. Китай, Индия и прочие. Это, если что, мы будем пользоваться только Блумбергом. Это не какие-то наши исследования. Некоторые исследования, конечно, вызывают и у нас вопросы. Это Bloomberg. Это вот их источники. Они посидели, подсчитали. Кстати, хорошо, что мы закрыли нашу статистику. Вот ее теперь никто не знает.
Можно ориентироваться на Bloomberg всегда. Вот на графике нет Турции, хорошо? А она несущественная. Она вообще вот... Она несущественная. Это вот какие-то там... Ну, будем честны. Индия и Китай это гораздо существеннее, гораздо интереснее, привлекательней. Но, с другой стороны, пошлина на Турцию было бы прикольнее. Как на страну НАТО? Угу. Но это было бы иронично. Мне кажется, иронично было бы. Ну, дождемся, мало ли. Там... Затейники еще те. Тут у нас спрашивают, кстати, о странах, которые рядом с Турцией располагаются. Мы вопросы видим, по возможности постараемся ответить. А если вы хотите вопрос задать, можно вот тут, когда в углу появится QR-код, вопросы, замечания, предложения, приветствия, все пишите. Так вот, на графике видно, что действительно Индия – это один из двух крупнейших покупателей российской нефти. И действительно, если надавить на Индию так, чтобы она отказалась от российской нефти, наверное, что-то нехорошее произойдет с российской экономикой. По крайней мере, если мы исключаем возможность, что нефть пойдет куда-то еще. Ну, все же будут бояться купить нефть. Ну, значит, наверное, не пойдет. Логика какая-то такая. А дефициты... Россия испугается, перестанет продавать. Как бы чего не вышло. Это тоже возможно, кстати. Так вот, по крайней мере, в этой извращенной логике. Я бы предложил начать сразу с Новороссийска. Вот оттуда никуда ничего никому не поставлять. Например? Ну, вот идет по КТК российская нефть. Взять и закрыть КТК. Раз нельзя. А мы будем как-то одни молекулы от других отделять или просто... Нет, просто закроем и все. Нам страшно. А если что, это не является предложением, это является художественным образом демонстрирующим, насколько нереалистичны вот эти вот планы по блокированию российской нефти. А по КТК, если что, идет преимущественно 85% нефть из Казахстана. Не сказать казахстанская в полной мере. Но из Казахстана. Но из Казахстана. Некоторые компании там участвуют. Некоторые компании американские, британские, в общем, вот эти вот все. Да, но ведь есть риск того, что на донышке, в нижней части трубопровода будет российская нефть. Нет, стоп, это можно. Это можно, нет. Тогда получится, что американские компании поставляют на рынок немножечко российской нефти. Нет, нельзя. Нет. Вот Борис, он пытается подходить с точки зрения физики. С точки зрения юриспруденции можно отдельно в ранее опубликованных документах оговаривалось, что, смотрите, вот российскую нефть поставлять, скажем, в Европу, в Штаты нельзя, но если в емкости буквально на донышке оставалось российской нефти, что ж, вы выскребать-то не будете, значит, все, везите, это не считается российской. Но для того, чтобы спасти ExxonMobil от возможных санкций со стороны правительства США, надо просто закрыть. Все. Мало ли, а вдруг чего не так? Могут заругать, да? Еще раз, мы не предлагаем, мы намекаем. Мы доводим до абсурда. Да, вы знаете, вот эти предложения. Если в Индии если Индия продолжит торговать с Россией, то 50% пошлина на ее товары, поставляемые в США, может сократить экспорт в Америку. В общем, если вот эти 50% пошлины, по мнению Блумберга, будут введены, то совокупный экспорт в Америку из Индии может на 60% сократиться. А это это снизит валовый внутренний продукт на 0,9%. Это много, если что, в индийский. А теперь давайте цитату по Блумбергу, чтобы мы, так сказать, отталкивались, чтобы понимали логику наших партнеров, почему они, собственно говоря, вот это все вводят и как они собираются на Индию давить. Если посмотреть на объем торговли Индии с США и на то, какую экономию получает Индия, покупая российскую нефть, становится ясно. Что бы сделала Индия, сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела товарной стратегии ING, в общем, вот это название, стали бы вы рисковать экспортом в США на сумму 87 миллиардов долларов, чтобы сэкономить несколько миллиардов на скидках на нефть. Вот какая мысль продвигается, что, смотрите, с нами вот такой оборот. Несколько мизерных миллиардов. Ничтожных. Мне кажется, ничтожных лучше бы звучало. Но ведь пишут, кстати, что индийские заводы начали покупать американскую нефть. Наверное, испугались. Наверное, дорогие друзья, испугались. Вот смотрите. Кроме того, указывают, что скидки на российскую нефть сократились. В мае индийские покупатели платили за российскую нефть, ну-ка,
на $4,5 за баррель меньше, чем за саудовскую. Ну, вроде все равно скидка. Но в 2023 году разница составляла $23 за баррель. Давайте график параллельно выведем, а потом я его прокомментирую. За баррель. То есть были скидки 23. График не наш, не нашего Министерства энергетики, исключительно вот... Это американский график, это график управления энергетической информацией при Минэнерго Соединенных Штатов. Итак, значит, сократились скидки с $23 за баррель до $4,5 за баррель, и государственная India Oil Corporation закупила по меньшей мере 5 миллионов баррелей американской нефти. А до этого 2 миллиона в Абу-Даби было куплено. А на что мы, собственно говоря, с вами смотрим сейчас? А мы с вами смотрим на поставки американской нефти в Индию. Сырой нефти, без учета нефтепродуктов. Ну, собственно говоря, он с 2015 года. Если что, вот точечка в самом вот левом нижнем углу, это поставки в 2015 году. Они были... Огромные. Я бы сказал, невероятные. Раз там ничтожные миллиарды, то тут невероятные миллионы баррелей. Несложно, полагаю, заметить, что поставки из Соединенных Штатов в Индию идут регулярно. Есть скандалы с Россией, нет скандалов с Россией. Притом они идут регулярно, но как-то вот неравномерно. То есть мы здесь видим средние показатели в сутки. А если взять показатели за месяц, то пиковые значения были в декабре 2021 года, а с 2022 года пиковые значения были в сентябре 2022 года, и там было около 18 миллионов баррелей в месяц куплено. Смотрим. 5 миллионов баррелей индийская государственная компания купила в Штатах. Ого, наверное, никогда такого не было. Смотрим на график. И начинаем подозревать, что, наверное, не то чтобы нас пытаются дурить, но пытаются представить обычную новость о покупке объемов в Штатах, как началось. 5 миллионов баррелей уже купили. И 200 миллионов еще на подходе, видимо. Дорогие друзья, из Российской Федерации в Индию идет примерно 1,7 миллиона баррелей в сутки за первые 7 месяцев, это средний показатель, за первые 7 месяцев 2025 года. 1 700 000 в сутки. Каждые сутки. Тут вот что у нас видно из Штатов? Ну, было 400, было 200, было там где-то 100. Не, бывало больше 600. Ну, знаете, вот бывало. Потом перестало бывать. Потом опять бывало. Потом опять перестало бывать. 1 700 000. У Соединенных Штатов нет физической возможности, просто физической возможности нету. Ни желания, политической воли, отсутствие политической воли. Физической возможности заместить эти объемы. Это мы не касаемся физико-химических характеристик той нефти, которая идет из Штатов и которая идет из Российской Федерации. На матушку геологию приказы, указы и прочие документы за подписью Трампа не действуют. Это странно. Кстати, байденовские тоже не действовали. Хотя он говорил, давайте, как-то вот не получалось. Я даже не знаю почему. Мне кажется, в этом надо разобраться. Надеюсь, они там все соберутся, вместо новых указов, приказов, попытаются разобраться, как так? Вот говорим, производите то, а они производят не то. Вообще, что эта планета себе позволяет? Да, в Соединенных Штатах Америки основная часть добываемой нефти и большая часть подавляющая часть экспортируемой нефти относится к легким и сверхлегким сортам. Urals – это средний сорт по плотности. То есть у него 32 градуса API, как любят некоторые иронично говорить, что бы это ни значило. Вот. А та нефть, которая поступает из Соединенных Штатов, от 45 до 55. Ну, я думаю, просто сами числа намекают, что это немножко разные нефти. Вот прям немножечко. Очень сильно разные. Ну, это ладно. Это господа американцы придумали, как измерять плотность нефти в градусах. И вот такая традиция теперь во всей мировой нефтяной отрасли. Притом, чем больше градусов, тем меньше плотность. Тут тоже нужно понимать. Вот. Сколько градусов было принято перед тем, как решить, что плотность измеряется в градусах, неизвестно.